Всем привет! Клапан не поставили. Мы приехали навидаться к бобру, который нагрез в прошлый раз мимо нас проплывал. Вот тут болото такое интересное, красивое. Там, кстати, рыбы очень много, но она там шуганая. Я туда схожу, но через другое место. Я покажу, как. Мы сейчас перекусим и путь. Вот такое сегодня у нас озеро на разведке. Ну как, мы уже знаем его. Озеро хорошее, глубина здесь интересная. Мы взяли и кружки. Хотим на щуку поставить, на живца. Сначала выпада поймать надо. Бобра не видно. Где-то походу спит. Это он вечером в основном бодрствует. И ночью. Такой у нас что-то рагель. Эхолот я взял. Буду сегодня глубину показывать. Качки какие-то. Также я сегодня с напарником, с дядей Володей. Сейчас мы решили перекусить перед рыбалкой. И кто куда, в разные стороны. Лодки мы уже разложили. Такой у нас стол. Тут большая часть дядя Володя. Да как большая часть, тут все. Весь. Так что, у меня только помидорки, ё-моё, я взял. Вот. Такая у нас поляна. Вкусненькая. Может, бобра еще покажем. Но хату его я точно покажу. Где он живет. А он, наверное, только к вечеру проснется. Ладно. Всем приятного аппетита, кто кушает. Дядя Володя отчалил. Будет плыть в конец озера. Самое начало. Там протока узенькая, и она соединяется с другим озером. Оно больше, чем это. Там вроде как плотва крупная. Но мы на нем толком не ловили. Нам больше это озеро понравилось. Но здесь есть крупный окунь. Здесь глубина интересная, я вам еще покажу. Вот навскидку, сколько думаете здесь глубина? Метров 5 будет? Там или 10? Как считаете? Вот. А попозже я покажу эхолотом, чтобы уже не быть голословным. А вот ёп, заснял, называется-то. А вот и первый живец был. Видели какой? Хороший, как раз на кружки. Всегда таких бы ставил. Зараза. Что-то не зацепилось. Так хватает еще, интересно, так чап и медленно на дно тащит. Ловлю на опарыша белого. Червячка еще не цеплял. Думаю, все впереди. Ну, пока решил на опарыша. Я выбрался тут на остров необитаемый. Такой вот островок. То закинул под берег. И сразу плотвичка. Бах! Такое хорошенькое. На опарыша. Посмотрим. Случайность или закономерность в этом месте. Малек гуляет, гоняет. Она клюет. Хорошо клюет, но она как-то не особо цепляется. Где-то мелкая навелна, где-то не глотает. Оно же бывают такие у нее периоды, что там мелкая или крупная, они просто, ну, почему-то за краешек цепляют и все, вот только дергают и все. Но не хватает, не глотает. Вот тут поймал еще одну плотвичку хорошенькую такую и окушка на живца. Бобел, кстати, он здесь все изрыбовал. Вот тут он выходил.
вон его следы. И насколько я знаю, у него хата вот где-то в том районе, вторая. А первую я покажу поближе, почетче. До этой хаты я не смогу дойти. Она в болоте, в зарослях. Но он в основном оттуда и приплывает. Кто он походу бросил. Спиннинг я еще не раскладывал. Еще не бросал. Но надо бы, потому что слышно, как щука гоняет в болоте, в траве. О, полосатик такой неплохой. Из-под коряги вылетел. Цепанул. Ух ты, ё-моё, ветер-то подхватил-то как, а? Зараза-то, а? По рыбе пока так. Средняя клюет, но очень шугливая. Одну вытащил, обратно забрасываешь, уже все, там ничего не клюет. Сразу как будто отходит. И что я сомневаюсь, что она там одна стоит. Так, проверяю глубину. Вот это видно-то. Ну, надеюсь, видно. Получается 11 метров подо мной. Шарик. Вот он. Показывает 11 метров. Пока самая глубокая точка была 12. Рыба вот там стояла еще, вот там. Ну, там на глубине 7 метров. Здесь же пока ничего на такой глубине. А вот его первая хата, этого бобра. Но он ее походу бросил давненько, либо зимой здесь. Потому что в прошлом году здесь была дырка, а сейчас она вся ветками забита. Наверное, зимует. Вот сколько их натаскал. Их не было осенью в прошлом году. Я здесь был. И зимой здесь был в декабре. Тогда еще не снимал на камеру. Да, такой живец. Большой. Ну, что же делать? Так, надо поближе подплыть. А вот и болото, о котором я говорил. Здесь рыба в нем немерено. Очень много малька, окуня крупного. И вот ее здесь, конечно, вылавливать, это еще то занятие. Здесь глубина около 2-3 метров. И она вот идет вон туда. И там озеро есть. И мы в этом озере и ловили. Я до него доберусь сегодня еще. И вот оно вот так вот соединяется с тем озером, где мы сегодня ловили. В прошлом году тут с берега малька ловили, живца. Очень хорошо дергали. Здесь и щука крупная есть. У меня тут такие выходы прям были крокодилов. Очень приятных. Но сходы только. Прям так не вытащил ни одну. Только сходы. Буду сейчас пробовать ловить. Такое вот болото. Вынудило меня это озеро, болото, на лодке сюда зайти. Я зацепился вертушкой за бревно. В таком месте, что никак мне не достать. И бревно это не сломать. Я понимаю, там плетенка, эта нитка крепкая, но не настолько крепкая. О, отцепил я, неужели? Ну, здесь, конечно, я тут еще конкретно в этом месте я не плавал. Вот, представляете, здесь все в топляках. Здесь и ветер, и бобер постарался этому всему. Рыба себя здесь прекрасно чувствует. Корма ей много. Выловить ее тут сложно, вон что гульнула. Водомерку съела.
И вот я теперь здесь. Глубина здесь подо мной, ну где-то метра два, около 2 метров. Здесь-то еще ладно, а вот на том озере, вот там вот глубина намного больше. Тут вроде как, ну смотри, можно обойти туда вот на максимум. Ой, там такое окошко красивое. Если туда пойду, половлю. Интересно там будет покидать. Так, что-то А, щукарик, ёпть. Ну, кто там буянит? Так, ну вроде жабра не повредила. Злой обитатель местного болота. И, конечно, мы ее отпустим. Куда ж ее? Малышку такую. Наверное, со стороны кажется диким ловист пытался ловить вот в таком вот месте, в топляке. Но я скажу, что моряка здесь очень много. Он тут везде плескается, везде гуляет. Вот эти вот волны, буруны его, они тут везде. Вот тут булькает что-то сзади. Щукарик здесь тоже ж гуляет. Бобер, наверное, сюда ж не просто так лазит. Он же в прошлый раз-то именно в это место плыл. С прошлого видео в конце. В прошлом году я как бы с берега как не присматривался, видел, что ну нереальным сюда на лодке спускаться. А на воде как-то спустился по-другому уже, кажется. Есть тут такие ходы, окна. Ну, плыву, бревна разгребаю. Наварила тут свое время как-то много, видать. А то, что так вода поднялась, не удивлюсь-то из-за бобров окаянных. Вот такие вот окошечки. Я тут как будто водяной ведет по этим окнам. Я веслами вообще не гребу. Справляюсь своим ходом. Как-то оно все в разные места. Туда-сюда, как на экскурсии. Невидимый экскурсовод ведет. О, окушок маленький. Ну, конечно же, мы его отпустим. Куда нам его, а? Да? Вот. Лови, братан. Зови друзей, да побольше. Лес прям живой. И справа, и слева что-то там шевелится, что там булькает, плюхается, ломается. Там слева, походу, лось живет. Что такие трески были. Вон там, вон. Ну как я не всматривался, никого не видно. Ну, малек как гуляет. Малька много. Щукарик там какой-то маленький сейчас дергал. Я вертушку снял, поставил резину. Такого зеленого салатового цвета. Вот что-то ее там пыталась сожрать, дергать. Ну, маленькая. 2 крупных спугнул. Как-то они в таком стояли месте, что к ним не подобраться было заранее. Так я когда лодкой плыл, раз волна, и потом через 10 метров бах, еще одна такая волна хорошая пошла. Сразу такая грусть, печаль, сожаление. Надо же, почему я сюда не кинул. Ну тут что-то уже поинтереснее-то схватило. Вот, красавица-то, а.
Там крючок, конечно, маленький. Давай, иди ко мне. Давай, давай, давай. Я так и думал, что свечку сделает. Так, иди сюда. Ну вот. Ну неплохо. На резину. Тихо, тихо, тихо. Что-то здесь интересное сейчас было. Не знаю. Захочется она еще раз цепануться. Ну, пойдет, главное. Интересно. И вот я сейчас на бревно вот это вот. О, вон вылетело. Ё-моё. Где-то оттуда плавает. Сейчас попробуем ее поймать. Ну-ка. В общем, на это сейчас бревно залазил полностью и лодку перетаскивал, потому что оно не тонет. И сейчас я отчасти на него задницей уже лодкой. Ай-яй-яй. Вот она, схватила. Эх, ушла, пошла, ну. И она так вяло текуще вниз пошла. Ну такая бесстрашная-то, а? Наверное. Только я такой отчаянный. В такое полез. Я просто проплыл как бы уже по этому болоту, по протоке. Ну, нормально так расстояние. Щуку пугал, рыбу пугал. Обратно, может, буду на удочку ловить. А пока на спиннинг. Вот она, что здесь. Вон я оттуда приплыл. Вот я. Я надеюсь, еще там есть куда еще плыть. Было бы хорошо, если я смогу дойти до самого озера. Это вообще было прекрасно. Но до него как бы еще метров, наверное, 500. А так мне нравится по такому-то плыть. Вообще шикарно. Походу я забрался в конец. И тут что-то гналось. Она несколько раз подергала. И что-то притихло. Наверное, меня увидела. Ну, такой щукарик где-то, наверное, с килограмм. Она прям далека выплыла за ней, за приманкой. Ох, какие там вон заводи интересные. Конечно, уже и от берега так хорошо отплыл-то. Не близко по этому болоту. Надо же, как она здесь еще выживает. Ой, моя. О, бобер. Ё-моё. Блин. Вот это харя. Это не тот, которого я видел. Это вообще здоровый. Бобер! Вообще пофиг. Плывет по своим делам. Вот оттуда я приплыл. Сейчас тут просеку бобра расширяю. Материста походу будет на меня. Я тут его всякие ништяки в камыши повыкидывал. Свежие, обгрызанные. И вот это озеро. Там берег очень крутой. Ну, сейчас здесь поплаваю. Но сначала надо будет как-то пробраться мне. Ой, ё-моё. Самое неприятное в подобных местах и при подобных обстоятельствах услышать, как спускается лодка. О, надо будет тоже выкинуть. Оставил он тут, козел.
Так, теперь надо как-то выбраться на берег. Тут вот елка упала, перегородила. Но вот там вроде как у края можно подолезть, подосунуться. Не знаю, на удочку что-то мне не тянет здесь ловить. Здесь-то есть рыбка. Но мне интересно по щуке больше. Вот еще карик, еще один из коряка вышел. Опа. Ну, где-то ближе к килошке. Иди сюда. Какая-то спокойная, оказывается. Ага. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Земля! Ё-моё, вот такой вот горизонт. Забираться по этому крутому склону. Сейчас буду с лодкой. Все в корягах, все затоплено. Малек плавает, рыбу видно. Ну что-то меня не тянет удочку раскладывать. Хочется больше на спиннинг половить. Вот отчасти сверху это озеро. Я оттуда приплыл. Вот по тем заломам плыл. Вот так вот. Ну я это озерцо прям все плавать не стал. Не захотелось. Там, кстати, вот тот берег, который такой зелененький, он плавающий. Под ним глубина около 4 метров. На него вступить нереально, он сразу начинает тонуть. И под ним рыба стоит. Она туда все время прячется. А зимой, наверное, зимует. Потому что вот за этим островком и там еще. Если мы сколько раз пытались на него сойти, никогда не получалось. И там прям видно, что прямо аж туда уходит. Как в провал. Я хочу сейчас вот здесь еще покидать спиннинг. Потому что я помню, где-то здесь хорошая щука у меня промахнулась и больше не выходила. Ну, на то она и крупная. Она дает все время только один шанс. Вот это какие заросли. Вот здесь у меня в прошлом году щука хорошая промахнулась. Она из глубины просто вылетела. Я одну голову ее видел. Которая вылезла так и исчезла. Жалко было. Можно сказать смело. Здесь был лось. И туда. А здесь кого-то сожрали. Но я сомневаюсь, что этого же лося. Наверное, голова, которая уже почти разложилась. Вот. Озерцо. И за ним же, как бы, за тем берегом все затоплено. По-любому тоже рыба плавает. Бобел, я так понял, на хату там плавает. Все-таки это он шумел, а не лось. Потому что кто-то лазит, что ли, в лесу. Ладно, проверим. О, ни хрена. Вот это вот лосяш кушал зимой. Вот это он достал, да? Высота. Сколько тут высота-то? Около 3 метров. Вот я в рост стою. И вот он сколько сожрал. И он тоже обсасывал, обгладывал. Я не заметил поначалу. Ну, ладно, возвращаемся. Ну, место красивое. Рыбы много, но труднодоступно. Малька много плавает. Я много раз говорил и буду говорить. Рыбы здесь много. Но она мелкая. То есть для хищника здесь раздолье. Такая дорожка. Видно, что в этом году по ней никто не ездил. А я вот как-то так иду. Зацепил плечом лодку со спиннингом. Нормально. Вот. Блин, ну другого что я забыл, конечно, нормально. Теперь мне идти где-то, наверное, метров 600-700 через лес такими дорогами.
Ну ничего, не жалею. Он как лосят-то здесь покушал. Ну, надеюсь, что лосят. Да, они так кушают. Ок, забирался, это ветки ломал. Надо же. А отсюда видно первое озеро. А на втором вот мы ловили сегодня, дядь Володей. А это первое. Оно пошире, чем второе, на котором мы ловили. Но по длине такое же. Глубины не знаю вот этого озера. Тут уже ничего не скажу. Так, ну, проверка кружков. Один перевернутый, не знаю. Ветер его перевернул или щукарик какой-нибудь. Сейчас мы это узнаем. Так, ну вроде отмотана веревка-то. Так. Опа. Так. Здесь, конечно, это леска. Вон она была. Щука. Ёб, зараза. Нахрен эту леску заменю. Не пойму, то ли леска порвалась, а то ли она так заглотнула, откусила. Сейчас все поплыву, может быть там леска замотанная. Вот на одних кружках у меня капрон. Вот там вот точно ничего она не сделает. И щукарик такой хороший-то был. Где-то с двушку. Вот здесь она булькнула. Не, лески здесь нету. Все, леску буду менять. Не надо мне такое счастье, что даже уже я и забыл, что у меня на этих кружках леска стоит. А когда вот ставить начал, как-то значения не придал. Но та щука, она рывком, потому что я ее не чувствовал. Она в корягах запутала леску. Я вел, во что-то там уперся там на самом дне. И она вот в 2 метрах от меня как присканулась, и вот это был ее рывок. И леска у меня ослабла сразу в руках. То есть я самого цмыка я не чувствовал. Она, получается, еще дальше была запутана. Лишний повод теперь это будет все заменить на плетеночку. У меня как раз 0,4 есть плетеночка. Вот теперь у нее она их хрен порвет. Там хоть и человеку можно. Завершился день. Ну как, по рыбалке мы, конечно, думали, что будет получше, по крайней мере, на этом озере. Мелочи много, а что-то такое покрупнее, поменьше, маловато. Она вся в болото, видать, ушла. Там рыбы много, а вот здесь больше мелочь. Она клюет, стаскивает червя, опарыша. Ну, не особо. По щуке тоже в этом озере так себе, только вот на кружок, получается, схватила вот одна. И рывком она порвала, около 2 килограмм была щука. Все остальное самое интересное было в болоте. Ну, как-то так вот. Время уже 7 час. Мы все складываем. Сейчас чай попьем на дорожку и будем ехать. Ладно, всем пока.